Ребята, всем привет! А сегодня я расскажу вам про советские бронетранспортеры. Самый необычный экспонат, с которого бы я хотела начать свой репортаж, это ГАЗ-68, грузовик с торчащей спереди пушкой. Хотя отсутствие кабины добавляет конструкции схожести с катафалком, но тем не менее перед нами действительно автомобиль с пушкой. Под низким приземистым кузовом скрывается шасси полноприводного грузовика ГАЗ-63. Он очень легкий, всего 1300 кг, но благодаря рациональному расположению бронелистов эффективно защищает экипаж от осколков и крупнокалиберных пулеметов. В боевой рубке размещена 76 мм дивизионная пушка ЗИС-3. Точно такую же ставили и на самую массовую советскую самоходку Су-76. Главным же плюсом колесной пушки была крайне низкая себестоимость, и по этому крайне важному параметру ГАЗ-68 значительно превосходил даже недорогую и простую в производстве Су-76. Были у экспоната и свои минусы, конечно. Машина очень плохо справлялась со штурмом траншей, а для любой гусеничной машины это препятствие вообще не проблема, и была не слишком устойчива при ведении огня. И в итоге КСП-76 так и осталась в единственном экземпляре, который сегодня можно увидеть только в танковом музее в Кубинке. В СССР во время Великой Отечественной войны было не до разработок и производства БТРов, хотя военные признавали необходимость такой машины. Были, конечно, и американские скауты, но это были, скорее всего, разведывательные машины, и к тому же они отличались низкой проходимостью по бездорожью. Но ситуацию изменил БТР-40 после военной разработки, однако он мог перевозить только 8 бойцов. Но стране нужен был тяжелый бронетранспортер с хорошей вместимостью, защитой и хорошей проходимостью. А поскольку опыта в создании таких машин не было, брались за основу иностранные образцы. В разработке БТР-152 конструкторам помогал боевой опыт применения немецкого СД-КФЗ-251 и американского М3. Последние были полугусеничные, но БТР-152 было решено сделать на колесной базе, поскольку это дешевле и проще в производстве. У данной машины десантное отделение открытого типа вмещало 17 человек. Отделение управления находилось за моторным отсеком, а экипаж, водитель и командир машины. Зенитная самоходная установка БТР-152А ЗТПУ-2 предназначалась для борьбы со средствами воздушного нападения противника и состояла на вооружении зенитных подразделений, организационно входивших в состав танковых или мотострелковых дивизий. Самоходная установка была создана на базе колесного бронетранспортера БТР-152 конструкторским бюро ЗИС Московского автомобильного завода имени Сталина, а серийное производство зенитных самоходных установок было организовано на этом же заводе в 1952 году и длилась по 55-й, и всего было выпущено 719 машин. БТР-152В с системой подкачки колес был принят на вооружение советской армии в 1958 году, и он был создан на базе автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-157, а на базе БТР-152В был построен целый ряд машин специального назначения. Это подвижные командные пункты, санитарные машины, самоходные зенитные установки. А БТР-152В и его варианты состояли на вооружении советской армии, а также стран Варшавского договора и стран социалистической ориентации. Эти машины широко использовались во время арабо-израильских войн и в Анголе, и во Вьетнаме. Первые опытные образцы нового бронетранспортера ЗИС-152В1 с внутренним подводом воздуха к шинам появились в 1956 году в процессе разработки такой системы для перспективных грузовых автомобилей ЗИЛ-157. С организацией серийного выпуска началось и производство новой бронемашины БТР-152В1 с открытым верхом и на ходовой части ЗИЛ-123В. В октябре 1958 года к ее сборке приступил Московский автозавод, но со следующего года началась передача технической документации на Брянский автозавод, где первые образцы были изготовлены летом 1959 года из узлов московского производства. В августе 1960 года в Брянске начался серийный выпуск колесной бронетехники, но все агрегаты по-прежнему изготавливал ЗИЛ. Коробки передач позднее выпускал Кутаисский завод КАЗ. Бронекорпуса сваривали на заводе в городе Выкса, а разработкой новых модификаций вариантов также занимались в Москве. ЗИЛ-153 имел необычный облик. Его предшественник БТР-152 еще что-то и общее имел с гражданскими автомобилями, но новинка была уже больше похожа на болотоход. Здесь подвеска была уже независимой, а диаметр шин составлял 20 дюймов. Закрытый корпус состоял из сварных бронелистов. Машина снова оснащалась двумя управляемыми мостами, но, учитывая опыт предшественника, они управлялись двумя рулями.
крыльями. Это позволяло маневрировать в более стесненных пространствах и не ухудшало управляемость на скорости. Агрегаты, ответственные за движение на плаву, позаимствовали у опытной амфибии ЗИЛ-135Б. Несмотря на то, что ЗИЛ-153 обладал рядом преимуществ, новый БТР должен был оставаться простым и ремонтно-пригодным. А по данному критерию ГАЗ-49, будущий БТР-60, обладавший более надежной и технологичной конструкцией, оказался лучше. Именно он по взятию на вооружение стал известен всему миру как БТР-60П. БТР-40 разработан под влиянием опыта использования американских БТР М3А1 Советским Союзом во Второй мировой войне. Они поставлялись по ленд-лизу, и германских БТР СД КФЗ-247. БТР-40 использовался как легкий бронетранспортер и предназначался для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений. Машина разработана на базе агрегатов и узлов советского грузового автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-63. Бронекорпус выпускался на Мурманском паровозоремонтном заводе. Бронетранспортер БТР-40 поставлялся в армии 18 стран мира. БТР-40А – это первая модификация бронетранспортера БТР-40 с усиленным зенитным вооружением для стрельбы по низколетящим и наземным целям. И главное отличие бронемашины БТР-40А от базового варианта заключалось в установке в открытом десантном отделении спаренной крупнокалиберной зенитной системы с двумя крупнокалиберными пулеметами, и она обеспечивала темп стрельбы до 1100 выстрелов в минуту по дальности до 2 км и высоте до 1,5 км, а экипаж состоял из 5 человек. БТР-40ЖД. Потребность в такой технике вновь появилась в 1968 году, когда серьезно обострилась обстановка на границе с Китаем. В то время Министерство обороны СССР приняло решение о реанимации бронепоездов с целью быстрой переброски крупных воинских формирований вдоль магистральных железных дорог Сибири и Дальнего Востока. В состав каждого бронепоезда входила разведывательная рота, имевшая в своем распоряжении 2 бронетранспортера БТР-40ЖД на железнодорожном ходу, который приводился в боевое положение в течение 3-5 минут. Скорость бронемашин на рельсах достигала до 80 км в час. Бронетранспортеры серии БТР-40 были сняты с вооружения российской армии в 1993 году. БРДМ-1 – советская боевая разведывательная машина 50-х годов прошлого века, по западной классификации также порой обозначалась как бронеавтомобиль и была создана в 1950-е годы в ОКБ «Газа» для замены легкого бронетранспортера БТР-40 в роли стандартной легкой разведывательной штабной и связной машины Красной Армии. По сравнению со своим предшественником, БРДМ-1 имела повышенную проходимость за счет применения шасси с 2 дополнительными парами опускаемых колес и амфибийные способности, а также большой запас хода. В конструкции БРДМ-1 были использованы принципиальная схема компоновки и основные агрегаты бронетранспортера БТР-40. Установка двигателя в удлиненной передней части корпуса предусматривала спешивание членов экипажа через кормовые двери, однако она ухудшала обзорность с места водителя. Боевая машина 2П-27 с противотанковым комплексом «Шмель» была создана на базе разведывательно-дозорной машины БРДМ-1. Основным вооружением были пусковые установки с противотанковыми управляемыми ракетами 3М6 «Шмель». Управляемая по проводам ракета 3М6 на дальности от 600 до 2000 метров пробивала броню толщиной до 400 мм. Пуск управления ракеты в полете ведется с помощью аппаратуры управления и визирного устройства. В ракетах реализовано телеуправление. На борту ПТРК находятся 2 катушки с проводами, образующими двухпроводную линию связи приемника ракеты с контактами пускового устройства. При полете ракета со скоростью 110 метров в секунду кабель свободно сматывается с бобины. БРДМ-2 представляла собой плавающую колесную двухосную машину, имеющую схему общей компоновки с передним расположением отделения управления и кормовым размещением силовой установки, что позволяло улучшить обзорность местности с рабочего места водителя и повысить ходовые качества машины. На случай затопления машины при преодолении водных преград экипаж имел спасательные жилеты, а главная особенность машины – это высокая проходимость и маневренность. Кроме основного полноприводного шасси с регулируемым давлением в шинах, в средней части корпуса имеются и специальные дополнительные выдвижные колеса, позволяющие, в частности, преодолевать значительные рвы и траншеи. БТР-60 – это рабочая лошадка советской мотопехоты, первый в мире серийный массовый четырехосный колесный полноприводный плавающий бронетранспортер, положивший начало целому семейству отечественных бронированных машин.
БТР-60 – один из самых массовых бронетранспортеров мира. Самым важным фактором была унификация БТР-60 по отдельным механизмам, такие как мотор, сцепление, коробка передач, подобные серийными автомобилями, что удешевляло его конструкцию. Боевой дебют БТР-60 произошел 15 марта 1969 года против китайских войск. БТР-60 поставлялся в десятки стран мира. Эти машины сражались в Афганистане, Сирии, Египте, Ливане, в Анголе, Ираке и даже на острове Гренада. Модификация БТР-60ПБ получила полностью закрытый кузов с защитой от радиации и являлся модернизированным вариантом бронетранспортера БТР-60. БТР-60ПБ – наиболее удачная и самая массовая модификация. От выпускавшихся ранее моделей БТР-60ПБ отличился улучшенным бронированием, усиленной противоатомной защитой, наличием башенной установки и более мощным вооружением и способностью плавать. Два двигателя ГАЗ-49, установленные параллельно в корме, повышали живучесть машины, а при выходе из строя одного из моторов автомобиль мог двигаться со скоростью до 60 км в час, и он являлся основным бронетранспортером советских мотострелковых частей в 60-е годы прошлого века, а впервые был применен при вводе войск в стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Реальным же боем стал первый пограничный конфликт на острове Дамаски в марте 1969 года. К началу 1970-х годов возникла необходимость дальнейшей модернизации состоявшего на вооружении армии бронетранспортера БТР-60. Первоначально предполагалось создать нечто вроде колесной БМП. На ту же базу, что и у БТР-60, поставить башню, аналогичную башню БМП-1 с соответствующим вооружением, но оставить возможность транспортировки боевого отделения десантников. Прототип получил название БМП ГАЗ-50, и он в серию так и не пошел. На его основе, кстати, вскоре был создан БТР-70, бронетранспортер нового поколения, отличающийся более мощным двигателем и, как следствие, более высокой проходимостью. Предназначением БТР-70 является транспортировка мотострелковых подразделений к полю боя и поддержка этих подразделений, ведущих бой в пешем порядке, огнем из установленного пулеметного вооружения. Машина отличается выдающейся проходимостью, способной сходу преодолевать окопы и траншеи, и также водные преграды. И она была отмечена во многих десятках боевых конфликтов в конце 20 века и начала 21-го, и до сих пор стоит на вооружении свыше 20 стран мира. Основной задачей БТР-80 является транспортировка личного состава и поддержка его огнем из штатного оружия. Бронетранспортер способен двигаться вслед за танками, сходу преодолевать окопы, траншеи и также водные преграды. Он оборудован 10 посадочными местами для размещения работы боевого расчета в составе командира отделения машины, механика-водителя, наводчика и 7 мотострелков. Производство БТР-80 значительно дешевле производства гусеничных аналогов, так как в основном базируется на узлах и агрегатах, выпускаемых автомобильной промышленностью. Ресурс до капитального ремонта в 3 раза превышает ресурс гусеничных машин. И кроме того, высокие показатели средних скоростей движения по дорогам, запаса хода, надежности колесного двигателя и его живучести при боевых повреждениях делает эту машину одной из наиболее широко используемых в разных подразделениях. ГАЗ-водник – российский автомобиль для транспортировки личного состава и грузов в трудопроходимых районах. Он обеспечивает защиту экипажу от стрелкового вооружения и разработан в ОКБ ОАО «ГАЗ», изготавливается на Арзамасском машиностроительном заводе. Автомобиль построен по модульной схеме. Сварной корпус включает в себя 2 съемных модуля. Передний модуль состоит из силового отделения и отделения управления, разделенных герметичной перегородкой. Задний многоцелевой модуль, благодаря быстросъемному соединению, может быть заменен в полевых условиях. Иными словами, одно шасси автомобиля может выполнять несколько функций в зависимости от установленного на ней модуля. И вот такой у меня получился небольшой рассказ про развитие инженерной мысли при разработке бронетранспортеров в Советском Союзе.